All right, in the last class period, we talked about Constantine moving his new capital from Rome to what city? Мы на прошлом уроке с вами закончили на том, что поговорили о том, что Константин перенес свою столицу из Рима куда? Константинополь. Okay. Originally called what? Который назывался в то время Византия. That's right. So, I don't know totally why he wanted to do this, but it was just his choice, and he decided that that's where he wanted his place to be now. Я не знаю, почему он так решил, но это был его выбор, то есть он решил, что для него это место больше подходит как столица. Perhaps it was to honor himself. Может быть, для того, чтобы вот это место назвать в честь себя. I want to share with you a statement that is made in a book that I've been reading called Pagan Christianity. Хотела бы с вами поделиться выражением, которое я вычитал в книге, которую недавно читал, которая называется «Языческое христианство». And in this book, the guy does a lot of research, and he puts his research in here, but he says this. И в этой книге вот автор очень много исследует, и это исследование приведено в книге, но он говорит следующее. Almost to his dying day, Constantine still functioned as the high priest of paganism. До своего дня смерти Константин все еще был первосвященником в язычестве. In fact, he retained the title Pontifex Maximus, Более того, он сохранил свой титул Понтифик Максимус, which means chief among the pagan priests. что означает в переводе главный священник над всеми священниками язычников. In the 15th century, the same title became the honorific title for the Roman Catholic Pope. Что интересно, что в 16 веке вот тот же самый титул становится очень высоким титулом для понтифика, для папы. And it says that Constantine dedicated Constantinople as his new capital on May 11th, 330. И говорится о том, что он, Константин, назначает Константинополь новой столицей 11 мая 330 года. And he adorned it with treasures taken from heathen temples. И он украшает этот город теми красивыми вещами, которые он вынес из вот языческих храмов. And he used pagan magic formulas to protect crops and heal diseases. А для того, чтобы защитить урожай, для того, чтобы исцелять людей, он пользовался языческими заклинаниями. Then we talked some, of course, about Helen and what Helen was doing. Также мы с вами говорили о Елене, о том, чем она занималась. She was involved in building a lot of these cathedrals. Она очень активно занималась тем, что строила различные храмы. But again, taking the concept from paganism into them. Опять же, привнося и в них тоже концепцию язычества. And then we talked a little bit about the early church and how it originally was established. Также мы с вами говорили о ранней церкви и о том, как она начала быть. Who were the leaders in the early church? Кто были лидерами в ранней церкви? Elders, bishops. Elders, Elders, bishop, pastor, same group. Да, то есть одни и те же люди, по-разному называемые. They also, in the early church, had a group of people called diakonos, deacons. Также в ранней церкви были люди, которые назывались диаконы. The elders were supposed to primarily have the oversight of the spiritual welfare of the church. Deacons were to do more of the physical things concerning the church. И вот что касается старейшин, то они, что касалось пастырей или епископов, они занимались духовным здоровьем церкви, в то же время как старейшины занимались уже более физическими, насущными нуждами общины. Then we saw by about 220 how that in some places, at least, not all, but in some places, they elevated one man over the other elders and called him the bishop. Мы с вами заметили, что в 220 году не во всех церквях, но в некоторых начали возвышать одного из старейшин и называли его епископом. And as we're going to see as we continue our study, И продолжая наше изучение, мы с вами увидим, they began to start calling the bishops together in councils.
что начали созывать епископов на определенные соборы. And these councils began to discuss church policy and politics. И на этих соборах, или по-другому вот встречах, начали обсуждать церковную политику, церковное учение. We're going to see that one of the first ones of these that occurs is going to be in a place near Constantinople called Nicaea. И вот мы с вами видим, что один из первых соборов состоялся в месте, очень близко расположенном к Константинополю, в месте под названием Никея. Now, I reminded you that this was the structure, of course, of the Roman Empire. И вот я вам уже говорил, что это была структура Римской империи, то, как выглядели их общества. And I don't have the translation on that one into Russian, but this one, and this one either, but this is the Catholic structure Ну вот я еще, that they began to use later on. мы еще не перевели вот следующий слайд, но здесь изображается католическая структура, вот католического священства, которое они начали использовать в дальнейшем. At the top of their structure was the Pope. Извините, что? Слева эта структура римского общества. Да, это римское общество, вот император, сенатор, рыцарь и так далее. Что касается вот римско-католической церкви, то The Pope. был папа, Then he went to the archbishops, потом появились архиепископы, and the archbishops and the bishops became known as the College of Cardinals. и вот немного ниже по рангу стояли епископы, и архиепископы и епископы составляли собой коллегию кардиналов. And the College of Cardinals included priests, deacons, and bishops as well. И также коллегия кардиналов включает в себя кардиналов, священников, потом диаконов и епископов. And then they came down, they had a group called Vicar Generals, Далее группа, которая называется общий викарий, Rural Deans, потом городской декан, Parish Priests, потом местные священники, and then church members were underneath that. ну и на самом нижнем ранге являются просто прихожане. Now, I'm not going to expect you to know all this, И okay? вам не нужно будет это все учить, но let's just repeat it for them again. Okay. Так, сверху у нас The Pope, папа, Archbishop, потом архиепископ, Bishop, епископ, Vicar General, общий викарий, Rural Dean, потом городской декан, Parish Priests, местные священники and then church members. и прихожане. А это что вот напротив викария написано общие епископы, да? А все This is вот возле College of викария, Cardinals. Вот еще ниже. well, something below it. Oh, Да. Well, the all are either bishops or archbishops это college. that are in the College of Cardinals. Ну вот, вот эти две группы, архиепископы и епископы, они со собой составляли коллегию кардиналов. И вот там вот примечание о том, что все они были либо епископами, либо архиепископами. То есть кардиналы священники, кардиналы диаконы, кардиналы епископы. In other words, they developed a very large structure Другими словами, структура очень сильно разошлась. that is certainly not found in the Bible. И эту структуру в Библии вы не найдете. Man has a tendency to, most of the time, develop structures like this. Ну вот человеку вообще в принципе свойственно очень часто составлять вот такие структуры. This is the general concept of it. Это общая концепция. Where if you look at the scripture, Jesus says he is the foundation. Если рассмотреть на Писание, то Иисус говорит о том, что Он является основанием. And also the prophets and priests И также were foundations. священники for the church. и пророки – это основание церкви. And then elders and deacons were also considered to be not offices, but special servants of the church. А вот старейшины и епископы, они были не особыми какими-то позициями, не особыми должностями, это были наоборот особые слуги для церкви. And so it was not
In Jesus' concept, it was not a top-down leadership, it was a bottom-up То leadership. есть вот в концепции Иисуса лидерство, оно начиналось не сверху вниз, а снизу вверх. Now, I mentioned last week, as we concluded, the thing about the Pope, the statue of Peter. И вот я вам говорил на прошлой неделе, что вот когда мы говорили о статуе Петра, Well, that's the statue of Peter that is in Peter's Basilica in Rome. вот это та статуя Петра в святой базилике Петра в Риме. This is the foot where people come and kiss the toe. Вот это та нога, к которой приходят люди и целуют палец. And this is how they dress him up, Ну а вот так вот по праздникам выглядит Петр в той же to базилике. make him look like he was the first pope. Вот чтобы выглядеть как настоящий первый папа. Amazing to me. Как по мне, так удивительно. But here you can see a picture of a man coming by to touch the toe and Ну вот вы видите rub здесь on it, probably kiss it. человека, который подошел для того, чтобы прикоснуться к этому пальцу, возможно, там, потереть на счастье или, может быть, поцеловать. So, anyway, I just thought, well, I'll see if I can find the pictures of that, Я просто вот хотела найти фотографию этого, just to show you чтобы what it looked like. показать, как же выглядел. So that kind of brings you up to date from where we were talking the other day in class, the last time we met. Ну вот немножечко вспомнили о том, о чем говорили на прошлом занятии, когда в прошлый раз виделись. Now, one of the things that began to happen in Constantinople, in this area, То, что начало происходить в этой местности, в местности Константинополя, there began to be a very, very large church argument. там появился вот такой огромный спор между церквями. There was a man by the name of Arius. Был человек по имени Арий. I want to just check something here. I mean, let's see if I have it. No, I need to go back. No, I'll just leave it there. Arius was an elder in Alexandria, Egypt. И вот Арий был старейшиной в Александрии в Египте. And he began to teach something that a lot of people disagreed with. Он начал рассказывать учения, с которыми не соглашались большинство людей. But he taught that Jesus was the first being that God created. Он начал говорить о том, что Иисус был первым творением Божьим. Know if anybody else teaches that today? Знаете, вот таких людей, которые и сегодня так Живой думают? башня. Это Jehovah's Witnesses. Uh-huh. Да. Первое свидетельство. So he's the first Jehovah's Witness ever. Yeah, that's right. And he says, at one point, the Son of God did not exist. Вот он говорит, что был момент, когда Сын Божий не существовал, его не было. And he believed that Christ was above man, but beneath God. И он верил в то, что Иисус был над людьми, но немного ниже Бога. So basically, it was a denial of John chapter 1, verse 1, То есть фактически вот он не соглашался с Иоанна 1:1, and other scriptures, ну и с другими местами but Писания, especially that one. но особенно с Иоанна 1:1. And Arius was very clever. И вот Арий, он был очень мудр. A lot of times, if we have something false to teach, if we can get people saying it enough, they will begin to believe it. И вот иногда, когда вот нужно научить чему-то неправильному, достаточно просто заставить людей часто это повторять, чтобы они просто в это начали верить. And so he developed a little song. И вот он придумал такую песенку. Now, I have no idea how the song went. Я, конечно, не знаю, какая там была мелодия, But one of the phrases of the song that was repeated over and over and over in the song но вот одна из тех фраз, которая снова и снова повторялась в песне, was, once the Son of God did not exist. и вот одна из строчек была, что было время, когда не было Сына Божьего. Probably put some catchy little tune to it. И вот, наверное, тоже наложил на какую-то очень запоминающуюся мелодию.
once the Son of God didn't exist. Something, I don't know. Что-то вот типа такого. Anyway, something clever, and children began to sing this, thus they began to believe it. То есть он очень мудро поступил, как бы дети начали петь часто, а потом вот, соответственно, когда они росли, начали в это верить. Well, honestly, Constantine didn't care whether Jesus pre-existed or not. Ну, если по-честному, то Константину в принципе все равно было, существовал там Иисус когда-то или не существовал, начал существовать. Instead, his main issue was, we need to keep the empire united, and this thing that Arius has done is causing division. Его проблема была в том, что вот нам нужно, чтобы империя была объединена, но то, что делает Арий, привносит разделение. So, he invited all of these bishops to this little town near Constantinople called Nicaea. И вот он приглашает всех этих епископов в небольшой городок возле Константинополя под названием Никея. Interesting also that over this council, Constantine proclaimed himself the overseer and apostle of the council. И вот что интересно также, что Константин себя провозглашает надсмотрщиком и апостолом этого собора. And when the groups arrived, well, before the groups arrived, there was some of them that thought, yes, Arius is great. И вот перед тем, как все собрались уже на собор, то были люди, которые соглашались с Арием и говорили, что да, он молодец, он прав. Others denounced him as one who was causing division. Другие его, то есть не соглашались с ним, говоря о том, что он приносит разделение. Most people didn't understand Arius and what he was teaching, and just wanted peace in the church. Ну и как всегда бывает, большинство просто вообще не понимало, что происходит, чему учит Арий, и просто хотели мира в церкви. But this council decided to condemn Arius. Но на этом соборе решили, что они запретят Арию учить этому. And what they did, they decided, well, it's not enough just to have the Word of God. И вот они решают, что недостаточно вот просто Слово Божьего. We need to have some kind of real important statement of faith. Нужно нам какое-то очень важное, такое авторитетное выражение нашей веры. And this statement of faith, we need to make sure people understand that it excludes the teachings of Arius. И это утверждение веры, оно должно точно быть написано, чтобы люди понимали, что учение Ария нами не принимается. And it became known as the Creed of Nicaea. И вот это выражение, или как бы выражение нашей веры, стало известно как никейский символ веры. Okay, I'm gonna have you listen to this Creed of Nicaea. И вот And I'll мы just сейчас, let you я translate попытаюсь it. прочитать All вам right, go ahead and read that part and that. никейский символ веры, но посмотрим, насколько он правдив или нет. Мы верим, что Господь один, Отец Всевышний, который создал все видимое и невидимое, и Господь Иисус Христос, Сын Божий, единородный от Отца, и который является частью Отца, Бог от богов, свет от света, Бог над всеми богами, и нерожденный и несотворенный, но будучи одной природы с Отцом. И кем все было сотворено, все, что на земле и на небе, который для нас, человеком, является спасением, и который сошел на землю с небес и стал человеком и был как человек. Он был мучим, на третий день воскрес и вознесся на небеса. И он вернется для суда, как для живых, так и для мертвых. И мы верим в Духа Святого, который так же, как и Отец и Сын, всегда существовал и также не является ни рожденным, ни сотворенным. Является другой ипостасью и другой сущностью, чем Бог,
но не является его творением и не подлежит никакому изменению. Другими и, в общем, под этим подписалась католическая, апостольская церковь, а все, кто не согласны с этим, предаются анафеме. Писалась католическая? Ну, то есть католическая, вот там подпись была католическая апостольская церковь, а несогласные с этим предаются анафеме. Okay, now, when you just first listen to this, it sounds pretty good. Но вот когда слушаешь этот символ веры, кажется, что все нормально. Sounds pretty innocent. Но это звучит вообще-то как, заменили Зевса Христом, и Богом. И это как бы не звучит как христианство, потому что там говорится Бог над всеми богами, то есть не отвергается, что говорится, что еще и есть Бог. Нет, там подразумевается, что, как в Библии говорится, ты Господь над всеми богами. Да, то есть ты самый-самый высокий, это просто оборот речи. Well, it just he said that it looks like it's like this creed of Zeus, because it just they replaced Jesus. I mean, Zeus was Jesus, and it states that he's God over all gods and all these kind of things. Well, wherever they decided to take this all from, it sounded like a good idea to a lot of them. They thought, well, this will clarify what the church teaches. Но где бы они ни взяли вот источник этого, тем не менее, они считали, что это была правильная идея. То есть просто четко написать, чему учит Иисус, во что мы верим. You know, I know of people today who think the same thing. Think, well, the Church of Christ ought to write a creed. И вот даже сегодня я знаю тех людей, которые считают, что Церковь Христова также должна написать свой символ веры. And I say, we've got one. Я уже говорю, что у нас есть один. And we don't need a man-made. И человеческий нам не нужен. And even though they may have thought, well, this kind of sounds okay, И вот даже несмотря на то, что некоторые and they adopted it, думали, что вот, в принципе, звучит-то хорошо, и приняли его. later it's going to cause even more problems. Через какое-то время еще больше проблем принесло это в их жизнь. For instance, like what? Well, we'll get to it. Мы еще I'll посмотрим. get to it. We'll get to the future problems later. В дальнейшем, в будущих проблемам мы в будущем придем. Well, Constantine exiled everyone who refused to sign the creed. Все, кто не согласились с подписанием этого символа веры, были сосланы Константином. And after the council, Constantine tried to restore Arius. А после собора Константин пытается восстановить Арию. But that just caused more problems Но это привело еще к большим проблемам. and more division at Еще that time большим among разделением. people who professed to be Christians. Вот между теми людьми, которые утверждали, что они являются христианами. So, anyway, just keep in your mind, this action that happened here at Nicaea, and we will come back to it later on И вот вы просто запомните о том, что произошло. and see some of the problems that occurred as a result of В it. Никее мы к этому еще вернемся и увидим, к каким проблемам в дальнейшем это приводит. But we have to be very careful ourselves in trying to think, well, we need to develop some kind of statement of faith. Но нам тоже нужно быть очень осторожными в том, чтобы вот какие-то выражения веры или письменные утверждения нашей веры создавать. I had one of our graduates several years ago come into my office, and he had a brilliant idea. И вот ко мне однажды один из наших нынешних выпускников пришел в офис, и у него была вот такая гениальная идея. He said, "J. Don, I have decided to write a book for the churches of Christ and outline in the book what are the most important sins, or the most egregious sins." И вот он пришел и говорит: Джидон, у меня вот такая идея чудесная появилась, я для церквей Христовых напишу книгу, где распишу, вот, какие самые страшные грехи, а какие не такие страшные. I looked at him and said, well, Я посмотрела и говорю: don't we already have a book that talks слушай, about ну that? уже, по-моему, есть такая книга, уже кто-то написал ее. One that would certainly be more authoritative than you. Ну, немножечко больше авторитета на себе имеет, чем ты. What makes you the authority on sin?
То есть вот кто сказал, что ты можешь решать, что является страшным грехом, а что нет? So anyway, we talked about it, and he decided it wasn't such a То good есть мы idea. поговорили об этом, он в конце концов согласился, что, возможно, это не очень хорошая Yeah. идея. Слава. So, we just need to keep on getting back to the Word То есть нам нужно and возвращаться trying к to Слову, teach the Word of God. узнавать Слово Божие. Well, of course, there was still constantly among some people this concern. Are we sure that we have the proper books in the New Testament? Но вот также между людьми были несогласия определенные и переживания по поводу того, вот те ли книги в Новом Завете у нас, которые должны быть. Why would we accept some books and reject others? Почему нам принимать одни книги и отказываться от других? Because by this time there were several other books that had come along, and they didn't end up being in what people were accepting. Потому что к этому моменту уже появились еще другие книги, и вот они не соответствовали тому, что люди принимали. But there was a man in Alexandria, his name was Athanasius, Но в Александрии был человек по имени Афанасий. and he tried to tackle this particular problem in a very systematic way. И вот он пытался решить эту проблему систематично. He was a deacon from Alexandria, and he came to Nicaea and saw what was happening. И вот он был диаконом из Александрии, и приехав в Никею, он увидел, что происходит. And he was one of those who opposed the teachings of Arius. Он был одним из тех противников учения Ария, которые приехали. Athanasius wanted to serve, but he didn't want to really lead or the church to make him anything special. Афанасий хотел служить, но при этом не хотел быть вот каким-то лицом церкви, то есть быть каким-то особым в церкви. And Athanasius was trying to just be a good Christian, and he didn't always agree with Constantine, so Constantine didn't like him. И вот Афанасий просто пытался быть хорошим христианином и не всегда соглашался с Константином, поэтому Константин его недолюбливал. And Constantine exiled him. И сослал его в конце концов. But when Constantine died, Athanasius returned to Alexandria and then later fled to Rome. Но после смерти Константина Афанасий возвращается в Александрию, а после этого бежит в Рим. But he helped people to develop or determine the authoritative writings of the New Testament. Но он помогает людям разработать и создать авторитетное писание Нового Завета. And you remember earlier we said people were asking some questions. What were those questions? И вот вы помните, что ранее мы говорили, что люди задавали вопросы. А что были за вопросы? Какие книги правильно вышли, какие неправильно? Ну да, на каком основании? 4 вопроса. Четыре Что вопроса. богодухновенные, Well, if they were inspired by God, учат ли о том, что Did they Иисус teach, учит и апостолы. what Jesus was teaching the apostles were, were they written by И apostles принимает ли это or большинство церквей. non-apostolic, and if they're generically accepted in all the churches. Okay? And Athanasius came along and he used that same basic approach, Вот Афанасий также подходит, вот этот же метод использует. asking those same questions again. Задается теми же вопросами. And some books were not included because they didn't meet that criteria. И вот некоторые книги не были включены, исходя из того, что не соответствовали этому критерию. There were books like The Acts of Paul, Была такая книга, как «Деяния Павла», Shepherd of Hermas, или «Пастырь Гермеса», Apocalypse of Peter, «Апокалипс Петра», Barnabas, книга Варнавы, The Teachings of the 12 Apostles, «Учение 12 апостолов» The Gospel of Peter, и «Евангелие Петра», Acts of Andrew, John, Peter, and other apostles. «Деяния Петра», Андрея, Иоанна и других апостолов. In other words, there were quite a number of other writings, but they usually had things in them that would disagree with the basic apostles' teaching that Jesus Christ taught them. Но вот в любом случае были разные книги, и тем не менее они не соглашались в каком-то аспекте своем с тем, чему учил Иисус и апостол. Or never claimed inspiration. Ну или в принципе и не
явку на богодухновенность. Just consider themselves books, just ordinary books. То есть просто написаны как книги, повседневные, обыкновенные книги. But anyway, by about 367 AD, Но примерно к 377 году нашей эры the church in general had accepted the books that we now know of and have in our New Testament. вот церковь принимает в общем все те книги, которые сейчас мы видим в нашем Новом Завете. Now, in some Bibles, you will find a section called Apocrypha. 377 год, кто не записал. И вы в своих Библиях, наверное, может, ну вот у некоторых из вас есть вот такая часть, как апокрифы. Those were books that were agreed to keep because they were interesting historically and from what you could gain out of them, but they were not considered inspired books. Но вот это те книги, которые согласились оставить, как бы, не то что в составе Библии, но как дополнительные книги, которые интересны с исторической точки зрения или в принципе вот интересны для чтения, но не являются вдохновленными Богом. Как они сами решают? Это 11 книг Ветхого Завета, да? Well, how do they still like really Вот decide что Петра if it was Евангелие inspired or not? Like ставили? Gospel of Peter, what was wrong with it? What was wrong with it? There were things in there that were contradictions to the earlier writings. То есть это были те, ну, как бы в его Евангелии, скажем так, были вот те вещи, которые противоречили ранним трудам. The one they called the Gospel of Peter was not generally circulated among the И churches. вот то, что называли Евангелием Петра, это не было книгой, которая вот была прочитана во всех So общинах, it didn't принималась meet the во всех. criteria that they were using to decide should this be included in the canon То or есть вот not. эта книга не соответствовала критериям, которые использовали для того, чтобы вот, определить, каноном является эта книга или апокрифом. You know, when you come across, for example, the passage in Galatians chapter 1, verses 6 through 9, Ну вот, допустим, в Галатам, 1 глава, с 6 по 9 стих, если where it читать, talks about preaching a different gospel. где говорится о том, кто будет учить иному Евангелию. And you find a book, though, that claims to be Но он говорит, что, и вот говорится, что если from там Peter, находится книга, которая как бы подписана, как будто бы это Евангелие Петра, but contradicts his earlier writings that have been accepted by the church, но противоречит его ранним посланиям, которые общеприняты в церкви, then I would conclude that shouldn't be included in the canon of scriptures. то тогда я бы заключил для себя, что вот эту книгу не стоит включать в канон Писания. So that was what Athanasius and others that were working perhaps with him concluded about some of these other books. И вот я думаю, что Афанасий и другие, кто с ним сотрудничал, то есть вот они к такому выводу пришли относительно всех остальных книг. And they considered them non-inspired То writings. есть они считались полезными, но не как бы не вдохновленными Богом. All right, now let me introduce you to another character that's an interesting character. Еще один очень интересный человек, A man by the name of Jerome. человек по имени Иероним. He lived from about 347 to 420. Он жил примерно с 347 до 420 года. He was a monk, Он был монахом. but he was very guilt-ridden. Но тем не менее он был человеком, который вот постоянно испытывал укоры совести. He was guilty and felt guilty in his mind because he really admired and liked a lot of the pagan authors. Вот он очень переживал и очень его корила совесть за то, что ему очень нравились книги языческих авторов. And earlier in his life, he had spent a lot of time in Rome, И ранее в своей жизни он много времени проводил в Риме, and he enjoyed going and watching nude dancers. и вот очень ему нравилось приходить и смотреть на обнаженных танцовщиц. You thought that only happened nowadays. Вы думаете, у нас только вот есть такие специальные места, где There was совсем plenty одни of that in женщины Rome. танцуют? В Риме такого было очень много. But he felt guilty for those memories being in his head. Но ему было стыдно от того, что эти воспоминания жили у него в голове.
So he came to kind of hate everything physical. И вот он начинает ненавидеть все, что физическое. He was the first to defend the idea that Mary remained a virgin throughout her life. Вот он, кстати, первый, кто начал защищать идею того, что Мария оставалась девою на протяжении всей своей жизни. After all, if everything physical is corrupt, Тем более, что если учесть, что все физическое является искаженным и извращенным, then surely Mary would not have had a sexual relationship because that would have been corrupting her. то, конечно же, Мария не имела более сексуальных отношений, потому что это бы ее извращало и портило. He may have, or it sounds like he may have been influenced some by the Gnostics. И вот, возможно, или вот судя по его учению, на него повлияло учение гностиков. But here's an amazing thing about Jerome. Но вот удивительная вещь относительно Иеронима. He refused to take a bath. Он отказывался купаться. He claimed that Christ had cleansed him once and for all when he was baptized. Вот он утверждал, что когда он крестился, Христос его омыл однажды и навсегда. В Иране есть мужчина, который 69 лет уже не купался. Well, in Iran, there is this man who, 69 years now since he last took a bath, and he was not ever bathing or cleaning himself at all. Yeah. Well, crazy people do that sometimes. Да, иногда вот интересные люди так поступают. But he believed it, he claimed this because of his belief that Christ cleanses us Но как бы он об этом говорил completely, and we don't ever need to have a bath. с точки зрения того, что вот Иисус нас омыл на 150%, и нам больше купаться не нужно. Ну тогда конечно. So he decided to make a reliable Latin translation of the scriptures. И вот так как времени, по всей видимости, у теперь было больше, он решает сделать хороший латинский перевод Писания. So he found a wealthy Roman widow by the name of Marcella, И вот он находит очень богатую, зажиточную римскую вдову, которую звали Марсела, who agreed to finance his Latin translation которая соглашается заплатить за его латинский перевод. and agreed to let Jerome live in her palace or mansion. И разрешает, чтобы Иероним оставался и жил у нее, в ее поместье. There was already another woman living at this mansion, В этом поместье уже жила вот еще одна женщина, her name was Paula. звали ее Паула. Jerome taught Paula and persuaded her the same thing, and so they decided neither one to take a bath ever again. И вот Иероним, он общается с Паулой и убеждает ее в своих убеждениях, и они решают, что теперь вдвоем не будут купаться. I said, boy, that must have been one smelly mansion. И честное слово, наверное, запахи в этом поместье были просто потрясающие. But the thing that Jerome is most noted for Но вот за что известен стал Иероним? was his Latin translation of 405 AD. Это вот его действительно, он закончил свой перевод на латынь, и сделал он это в 405 году нашей эры. And it became known as the Latin Vulgate. И вот известен этот перевод как латинская вульгата. The word Vulgate in Latin means common. Но вот слово вульгата на латыни означает простонародный или простой. So his translation was a translation of the scripture into the everyday Latin. То есть, другими словами, The common Latin. его перевод, это был перевод Писания на вот распространенную латынь, которой пользовались люди. Новый Завет, а не полностью. The whole Bible or New Testament? The New Testament. Новый Завет. Well, actually, he probably did the whole Bible. No,
Excuse me, it was the whole Да, Bible, not извините, just но the вот New Testament. все-таки всю Библию он перевел, не только Новый Завет. It was a very important work for the Roman church Эта работа была очень важной для римской церкви, because their common language was Latin. потому что их повседневным языком была латынь. The Latin Vulgate of Jerome Латинская вульгата Иеронима has now been used for centuries in the Catholic Church. в католической церкви применяется уже точнее, столетиями. Up until even recent years, the masses of the Catholic Church were from the Latin text. И вот, кстати, до последней, вот буквально пару лет назад, ну не то, что пару лет, не так уж давно это изменилось, но вот все это время, все мессы в католической церкви проходили на латыни. And of course, there's thousands of people all over the world that don't speak Latin, don't have a clue what it's saying. И, конечно же, тысячи людей по всему миру, конечно, не говорят уже на латыни, и понятия не имеют, о чем вот идет речь. That was sent through masses because they were supposed to go to church. Но, тем не менее, сидели вот, мессу просиживали, потому что просто ходили в церковь. But really didn't understand Но при at all этом не what was going понимали on. вообще ничего из происходящего. And of course, as the centuries went on a little bit more, we're going to discover that there were some real basic poor translations in it. И вот как бы на протяжении лет мы с вами также поймем, что в переводе его были вот не совсем корректные моменты, That created some tremendous problems. которые в дальнейшем опять же приводят к большим-большим проблемам. But again, we'll come back to Jerome, but we'll leave that part for a later time when we'll discuss some of those На problems. сейчас мы закончим с Иеронимом, мы оставим эту тему, но потом еще вернемся в дальнейшем нашем курсе. So, everything was not totally healthy in the church during this time. То есть вот в церкви в это время не все было настолько здоровым, настолько хорошим. But we need to always understand that even when there are people that are doing things that are wrong, there have been faithful people that were trying to serve God the best they could during Мы those также times. должны понимать, что даже когда люди поступают не совсем правильно и делают те вещи, которые не совсем хорошие, то тем не менее вот есть и другие, которые на протяжении всего времени, несмотря ни на что, поступают правильно. Now, here again we have a map of the Roman Empire. Вот еще одна карта Римской империи. It's in English predominantly, but На anyway, английском, но тем не менее. don't worry about it. You just kind of see the stretch of the Roman Empire. То есть вот вы все равно видите, как бы, насколько большой была Римская империя. And of course, Constantinople is over here. Константинополь находится вот здесь. Rome, of course, over here. Рим здесь. And we're going to see there begins to be more and more different kinds of splits between those two places and concepts. И мы с вами также увидим, что вот со временем появляются разногласия между этими двумя местами и между учениями в этих двух местностях. A gap begins to develop in the 400s. Вот первые разногласия появляются в 400 году, точнее вот в 400-х годах. It was during this time that the church began to teach, instead of people being servant leaders, В это время начинает учить о том, чтобы не то, что люди должны быть людьми, как бы христиане должны быть лидерами, служителями. their leaders should become leaders of servants. Вместо этого лидеры должны быть лидерами над служителями. And one of the concepts that began to arise И вот одна из and концепций, develop которая even more стала подниматься и развиваться, was the idea that they had a special group called priests. это идея того, что есть особая группа, которая называется священниками. And then you have the common everyday people in the И вот church. есть такие обыкновенные люди в церкви. Можно снова эту концепцию или понятие? Да, то есть как бы должно быть, что лидер является служителем, а вот со временем стали учить о том, что лидер, он является
тем, кто над служителем. It's just concept of servant leadership over Right. leadership servant. Yeah, yeah. Лидер становится над служителем. Да, ну то есть вот тот, кто лидер в церкви, он является лидером, но над служителем, а служители все остальные. In other words, the priests began to look at themselves as a special group of people. Другими словами, священники начали рассматривать себя просто особой какой-то кастой людей. And everybody else should be servants, А все остальные должны служить. but they shouldn't even serve the priest, Но служить не только вот в повседневной жизни, но и служить священнику. rather than the priest being a servant. Вместо того, чтобы священник был служителем. Of course, in the book of 1 Peter, Peter talks about the idea that we are all priests unto God. Ну, конечно, в 1 Петра мы также читаем, что мы все являемся царственным священством Божьим. But when you understand the concept of Christ's priesthood, you understand that Christ's priests are all servants. Но когда ты понимаешь вот концепцию служения с точки зрения Христа, то ты понимаешь, что все служители Христовы, они являются слугами. Now, one of the guys that really began to oppose this idea И вот один из тех, кто действительно был против этой идеи, was a man by the name of Jovinian. это человек по имени Иовинян. And one of the things that he opposed was a teaching that people were beginning to bring in to say that priests cannot marry. И вот он был против одного из тех учений, которые на тот момент стали бытовать в церкви, о том, что священники не могут жениться. People began to say, well, priests, or actually bishops began to say, priests cannot marry, they shouldn't marry. И вот епископы стали говорить о том, что старейшин, They should be like Paul, who didn't marry. священниками нельзя жениться, а им... Целибат, короче. Да, то есть они должны быть как Павел, который так и не женился. Yeah, the problem was celibacy. Да, и вот мы говорим о целибате. Jovinian argued that sex wasn't sinful, faithful spouses were doing nothing wrong when they had sex. Но Иовинян говорил о том, что в сексе нет ничего предосудительного, если он в рамках семьи и вот ну, как бы между партнерами в семье. Это хорошо и правильно. And if a person wanted to be celibate, Но если that was человек his choice. выбирал And для себя жизнь в целибате, то это его выбор. he would be rewarded just as much as a person who decided he wanted to marry. И он получит ровно столько же наград от Господа, как и тот человек, который прожил свою жизнь в браке. Now, remember one of the statements that I said about what Jerome began to teach? И вот помните, что я говорила относительно About Mary? учения Иеронима в отношении Марии? What I say? Что там он учил? В том, что она стала That she was virgin forever, Right. И братьев у Иисуса не было. and there were no brothers that Jesus had. Наверное, еще какая-то. And Jovinian also taught against that. И вот Иовинян и против этого учения тоже стоял. He said the Bible teaches that she had other children, Он говорил о том, что Библия говорит нам о том, что у нее были другие дети. and she was not tainted by sin in this. И она не обвинена в грехе вот в этом. He very firmly denied that Jesus' mother remained a virgin. То есть он очень конкретно говорил о том, что не правы те люди, которые учат, что Мария осталась девственницей на всю жизнь. And he appealed to the scripture as his proof. И вот в своем доказательстве он применял Писание. But Jovinian's arguments didn't prevail, and he was eventually excluded from fellowship in the church. Но аргументы или доводы Иовиняна не были достаточно весомы для церкви, и в конце концов его отлучают от общения. And people began to more and more accept the idea that Jerome had promoted and others will promote about original sin. И вот люди все более и более принимают ту идею, которую учил Иероним, и относительно вот первородного греха и остальных вещей. But I just wanted to bring up Jovinian because he opposed that and tried to stay true to biblical teachings on that. Но вот я просто хотела упомянуть Иовиняна, потому что это человек, который противостоял тем неправильным учениям и пытался жить в согласии с Евангелием.
But every time one of these new concepts would arise and people would oppose it, it caused gaps in Но the вот church. каждый раз, когда возникало какое-то учение или лжеучение, другие противостояли этому учению, возникало вот такое несогласие, возникала такая трещина. Often people would take sides and take on the agreement with certain personalities. Очень часто люди вот занимали свою позицию, то есть они либо соглашались с кем-то и при этом противостояли другому человеку, либо наоборот. Oh yes, Arius is great. Да, Арий молодец. Oh, Jerome is great. Да, Иеруним We'll прав. follow Jerome. We'll follow Arius. Мы идем за Арием, мы пойдем за Иерунимом. Another would say, no, we can't do that. Другие говорили, нет, нет, мы не можем так поступать. We need to follow Jovinian. Мы должны идти за Евенианом. And constantly, personalities end up creating disorder И вот within the church. со временем мы видим, что вот такие личностные какие-то непонимания, они привносят проблемы в церковь. But some would come along and say, no, let's just stay with what the Bible says. Но вот некоторые говорили о том, что нет, давайте просто будем жить по Библии. All right, now I want to introduce you to another new character. И еще хотел познакомить вас с новым персонажем. He was a man known as Ambrose. С человеком, которого звали Амвросий. Ambrose became one of the church's most powerful leaders during the turbulent times when the barbarians were coming down from the north to attack the Romans. Амвросий стал одним из известных лидеров церкви, который всегда был на стороне церкви в то времена, когда варвары начали завоевывать Римскую империю. He was actually originally a governor in Milan, Italy. Вообще-то в Риге, то есть в самом начале он был правителем Милана, Италии. He was originally not a Christian. И в принципе, не был христианином. Он был правителем. Да, Амвросий. Ambrose. Ambrose. Как он защищал церковь от варваров? Ну если не был- подождите, сначала было время, когда он был правителем и не был христианином. But as the governor of Milan, he supported the Creed of Nicaea. Но будучи правителем Милана, в то время он поддерживал Никейский собор. And when the overseer of Milan died, И вот когда надсмотр, точнее, один из священников Милана умер, tensions began to arise between people who were supporters of the Nicene Creed and supporters of Arius. люди начали спорить о том, кто поддерживал Никейский символ веры и собор, и те, кто поддерживали Ария. And they decided we need to appoint another overseer who will help us with this problem. И вот они также решают, что нам нужен новый надсмотрщик, то есть новый священник, который нам поможет решить эту проблему. So history says that during their meeting, a child said, Ambrose, overseer. И вот в истории есть такое предание о том, что когда люди пытались выяснить, кого же поставить новым священником, какой-то ребенок сказал, Амвросий пусть будет надсмотрщиком. So the church there appointed Ambrose because he was a very popular politician. И вот церковь решает действительно назначить Амвросия, потому что он был очень популярным политиком. They appointed Ambrose as the overseer. Амвросия просто ставит священником, надсмотрщиком над вот этой местностью, территорией. Of course, the problem was Ambrose had not yet become a Christian. He wasn't even baptized. Единственная проблема заключалась в том, что Амвросий-то как бы и не был христианином, он даже и крещенным не был. Понимают это. So they baptized him a week later. Но вот его назначили священником этой местности, а потом через неделю решили еще и покрестить. And he continued to lead the fight against Arius. И вот он возглавил ту борьбу против Ария, которая все еще существовала. Now, where is Milan? Где находится Милан? Кто? В Италии. Италии?
Italy, North yes. Italy. Yeah. Ну ладно. It's up north of Rome. Да, это на север от Рима. But it's close, you know. Но очень близко. And so the church in Rome and Italy И вот церковь в Риме и Италии were having their own problems. имели, вот у них свои проблемы были. Their problems with Ambrose. Проблемы, во-первых, с Амбросием. But over in the eastern part, over in Constantinople area, А вот в восточной части, в местности Константинополя и вот в той области, and further over into Turkey, и вот уже ближе к Турции, they had their own problems. у них тоже свои проблемы были. There was a man by the name of Apollinarius. Был там человек по имени Аполлинарий. Apollinarius. Аполлинарий. He was known as one of the great Cappadocians. Он был одним из известных каппадокийцев. And he had taught that Jesus had a human body, but not a human mind. И вот он учил тому, что у Иисуса было человеческое тело, но мышление было нечеловеческое. In other words, he had a human body, but his whole mind was just from God. Ну, другими словами, то есть вот он в человеческом теле как бы носил вот эти вот размышления, и его суть была божественной. There was an emperor there by the name of Theodosius. Там был император в той восточной части, его звали Феодосий. And he convened another council to settle a dispute that they were having over the teachings of Apollinarius. И вот он собирает еще один собор для того, чтобы рассудить ту проблему, которая у них появилась с Аполлинарием. This was a dispute in about 381. Вот эти непонимания, эти как бы лжеучения Аполлинария возникли в 381 году. And the council that he called was it wasn't called the Council of Nicaea, this one was called the Council of Constantinople. И вот тот собор, который он созывает, это уже называл, то есть это уже был не в Никее, он уже был Константинопольским собором. So in Constantinople, they got together 150 bishops И вот в Константинополе собрались 150 епископов, who affirmed an updated version of the Nicene Creed. которые подтвердили, подписали вот обновленную версию никейского символа веры. Very slight changes began to be made in the Nicene Creed. Очень небольшие изменения появились в тексте никейского символа веры. And when we get back from the break, we're going to talk a little bit more about some of this difference of opinion on this Nicene Creed. И вот когда мы вернемся с перемены, мы с вами увидим, вот какие разности во мнениях появились относительно никейского символа веры. And the problem that arose between И проблема, которая Ambrose возникла между and Амбросием Theodosius. и Феодосием. Let's take a break. Пойдем на перемену. Амбросия, да, как его, да, Амбросия. И Амбросия в Донецкой области. А Феодосий же.